Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас, друзья, 2 марта. Сегодня у нас с вами денежный день. И обязательно нарисуйте эти цифры на пальце для того, чтобы открыться изобилию, достатку и благополучию. Давайте с вами разбираться, а что этот день несет в себе, на какие энергии нам сегодня стоит обратить внимание. Итак, друзья, сегодня 2-й день марта. Мы всех поздравляем еще раз с весной, потому что действительно весна уже идет. Правда, не во всех регионах, но все же. Сегодня у нас с вами суббота, и вы знаете, сегодня тот день, который считается благоприятным временем для привлечения финансового благополучия. Поэтому очень важно сегодня именно провести эту практику. Прямо сейчас, друзья, в комментариях напишите следующие слова. Я привлекаю в свою жизнь достаток, изобилие и благополучие. Истинно, да и будет так. Не бойтесь прописывать эти слова. Почему? Потому что вы быстрее достигнете своих целей. Также не забудьте поставить лайк. Многие спросят, а почему на мою практику, о которой сегодня далее поговорим, мы предлагаем вам нарисовать именно на указательном пальце. Дело в том, что именно этот палец считается, что он поможет привлечь изобилие. Он вообще отвечает за достаток, за благополучие, за жизненные энергии. Поэтому обязательно проведите сегодня эту практику. Ну а что же нас, друзья, с вами сегодня этот день ожидает? Ну, давайте начнем с того, что сегодня очень важно избавляться от вредных привычек. Даже если вы не считаете, что эта привычка какая-то пагубная, но все же у вас сегодня появится внутренняя сила и мотивация для того, чтобы от нее избавиться. Ну а если у вас не желаете и вы считаете, что на данном этапе вас все устраивает, вы знаете, это также правильно, потому что каждый человек на своем определенном жизненном этапе приходит к тем или иным выводам и, конечно же, старается сделать. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня каждому нужно стараться быть открытым и честным, потому что сегодняшняя луна, она может подталкивать вас к разрешению каких-то конфликтов, к прощению. Поэтому старайтесь сегодня с теми людьми, которых вы действительно любите, которых вы цените, которым вы желаете всего самого наилучшего, именно в этот день постарайтесь забыть те обиды, те негативные моменты, потому что если вы постоянно об этом думаете, вы должны понимать, что вы отправляете свою энергию в ту или иную ситуацию, которая произошла с вами в прошлом. Таким образом, вы не можете строить свое будущее, и вы постоянно находитесь как белка-та в колесе. Вы тратите постоянно энергию на эту информацию, вы тратите энергию на эту ситуацию, а это вас пустышка, потому что это было в прошлом. Кроме того, завершайте сегодня незавершенные свои какие-то задачи, идеи, проекты. Также не забывайте проявлять сегодня инициативу. Не обязательно на работе, да, многие скажут о том, что мы сегодня не работаем, у нас сегодня выходной день, но, девочки и мальчики, что очень важно, нужно проявлять инициативу в своей жизни. Не обязательно работать на публику или показывать, что вы лучше. Вы сами для себя должны понять, кто вы, что вы, к чему вы стремитесь и как вы хотите достигнуть. Это очень важно. Кроме того, сегодня у нас с вами очень сильное влияние энергии знака зодиака Стрелец, поэтому не спешите сегодня совершать какие-то поспешные или необдуманные поступки. Будьте внимательны, будьте рассудительны в своих решениях. Даже если вам на данном этапе что-то очень сложного, что-то не получается, вы должны понимать, что терпение и мудрость – это два важных момента, которые всегда должны быть в вашей жизни, вне зависимости, сколько вам лет. Учитесь, не бойтесь учиться. Многие думают о том, что они закончили институт, университет, и на этом все у них заканчивается, потому что они же вроде как получили корочку. Но вы знаете, в этой жизни мы должны постоянно учиться, пробовать что-то новое, искать какие-то новые подходы, навыки приобретать. Особенно сейчас такое время, когда
ценятся именно те люди, которые идут в ногу со временем. Конечно же, людям, которым условно уже за 50, за 60, иногда очень сложно понимать даже лексику, даже те слова, которые говорит молодежь. Но вы должны понимать и то, что вы должны общаться со всеми людьми, читать книги, разные книги, и классику, и современников, потому что у каждой свой несет какую-то очень важную информацию. Возможно, бывает так, что вы читаете целую книгу, которая состоит из 300-500 страниц, и у вас буквально одно предложение, которое вас замотивировало и направило на ту дорогу, которую вам нужно дальше идти. Поэтому старайтесь сегодня продумать это. Также обращаем ваше внимание, что энергия убывающей Луны может подогревать наши эмоции, а это может приводить к каким-то конфликтам, к каким-то разногласиям. Поэтому старайтесь сегодня избегать ситуаций, которые могут вызвать напряженность, злость, какое-то непонимание. Некоторые люди, к сожалению, в этот день будут ощущать неуверенность или недовольство. При этом недовольство это может быть своим телом, своей жизнью, своим уровнем заработка и так далее, и так далее. Вы должны, во-первых, понимать, что это временное явление, что вы на все можете повлиять, да, нужно иногда двигаться, нужно иногда работать, но если вы сконцентрируетесь на позитивных аспектах, в вашей жизни обязательно все произойдет так, как вам и нужно, даже в лучшем, знаете, в лучшем понимании той ситуации. Да, нужно, знаете, не просто вот прописать, но и начать двигаться, узнавать что-то, приобретать какие-то новые навыки, знания и так далее. Даже самый простой пример, помните, когда только у нас с вами появились компьютеры, вот эти вот экраны большущие с такой вот бандурой, да, и всегда первые, кого принимали на работу? Тех, кто умел печатать на компьютере, тех, кто не боялся мышки, не боялся клавиатуры, не боялся вообще интернета. Помните, да, у нас был интернет, эти модемы были, клац-клац и так далее. И многие люди вот застряли на этом моменте, потому что они боялись, они не знали, как это сделать и так далее. Хотя и были и курсы, если вы помните, и так далее, и так далее. И вот люди многие испугались вот этих моментов. Даже, знаете, вспомните, когда вот мышкой нужно было работать и так далее. Иногда смотрели, вот молодежь смотрела на людей постарше и думали, фу, как так можно бояться эту мышку или клавиатуру, или вот все закрылось и так далее, и так далее. Вы, наверное, многие понимаете, о чем я говорю, потому что многие из нас в свое время столкнулись с этой проблемой. Но сегодня это все решаемо, потому что каждый из нас может учиться. Да, сегодня мобильный телефон заменяет у нас все с вами, но вы должны понимать и то, что это не повод останавливаться на достигнутом. Помните, пожалуйста, об этом. Что же касательно здоровья, то сегодняшний день идеально подходит для очищения от организма, от токсинов, от шлаков, поэтому пользуйтесь сегодня этим временем, чтобы придать своему рациону больше свежих фруктов, овощей, зелени. Да, и многим людям неприятно есть зелень, но вы должны понимать, что можно делать всевозможные салаты, можно делать всевозможные фреши, смузи и так далее, и так далее. И пожалуйста, это очень важно, особенно сейчас, когда у нас наступает весна, и организму много чего не хватает. Конечно же, обращайте внимание на водичку, употребляйте ее, особенно утром проснулись, теплая водичка, кто-то любит с лимончиком, но помните, не сильно увлекайтесь именно лимоном, потому что это все-таки кислота, и не у всех желудки здоровые на данном этапе в жизни. Пробуйте, ищите вот то, что вам действительно поможет, потому что бывает так, что одному человеку нужно овсянку утром съесть, а другому лучше всего взять и сварить гречку. У каждого это будет свое, это нормально. Кроме того, подумайте о том, как вы можете сегодня поддерживать и укреплять свой иммунитет. Займитесь сегодня употреблением витаминчиков, минералов, возможно, вам нужно пропить травяные чаи, и, конечно же, если у вас нет аллергии, продумайте именно этот момент. Кроме того, знак зодиака Стрелец, друзья, это знак, который у нас с вами любит активность, любит движение, поэтому уделяйте сегодня внимание физическим упражнениям, но главное, чтобы они были умеренными, и они помогут улучшить циркуляцию крови, снять напряжение и укрепить мышцы. Но помните о том, что вы должны понимать и то, что если вы никогда ранее не занимались спортом и именно сегодня решили дать, как говорится, жару, не стоит этого делать, потому что для вашего организма, для вашего тела это стресс. Начните с чего-то маленького, просто начните ходить.
Сначала 15 минут, потом 20, полчаса, час. Конечно, кто-то сейчас скажет нам о том, ой, у меня времени нет, о чем вы говорите. Вы знаете, когда здоровье запечет и когда возникают проблемы со здоровьем, человек находит время, чтобы уделять внимание своему здоровью. А может быть, лучше сейчас, друзья, уже уделять внимание своему здоровью, чем потом, когда наступит день X. Кроме того, обращаем ваше внимание, знак зодиака Стрелец ассоциируется у нас с вами с оптимизмом, с позитивным настроением, поэтому сегодня очень важно, чтобы вы произносили только позитивные слова, фразы, аффирмации. Это очень будет помогать вам и влиять на вас, на вашу жизнь. Нам даже кто-то в комментариях написал о том, что, вы знаете, вы сказали эту фразу проговорить, я сегодня проговорила, и вы знаете, ко мне вернули долг. Скажите, это вы помогли или как это понимать? Вы знаете, вы должны понимать и то, что как только вы начинаете прорабатывать даже самую маленькую простую практику, и она вам откликается, ваша жизни начинают происходить изменения. На первом этапе вы их не видите, но вы уже на энергетическом плане это делаете, проводите, говорите. Самое простое, вот напишите прямо сейчас: я здоровая, я счастливая, я богатая, я живу в изобилии и в благополучии. Вы должны понимать и то, что вы начинаете транслировать эту информацию во Вселенную, в мир, и в вашей жизни, соответственно, это начинает возвращаться. Конечно же, если у вас полная такая не очень хорошая ситуация, то вы должны понимать и то, что чтобы из нее выкарабкаться, вам нужно время. Но это не повод опускать руки и ждать моря погоды. Вы должны двигаться шаг за шагом. У вас обязательно, девочки и мальчики, будут получаться. Потому что когда читаем комментарии, люди пишут: а что это вы сделали? Вы знаете, мы не волшебники, вот именно наш канал, но мы даем вот те советы, даем рекомендации, которые действительно вам могут помочь в жизни, потому что это жизненный опыт, это навыки, это те знания, которые передавались с поколения в поколение, и сейчас они уже открыты. Вы понимаете, что раньше эта информация была закрыта, потому что люди были не готовы. Люди, даже вот вспомните, 90-е годы было как будто темное время. И представьте себе, потом постепенно начали появляться разные учения, разные даже религии стали появляться. Но на все это было нужно время, чтобы человек искал то, что действительно настоящее, то, что здоровое, то, что ему принесет вот те мыслимые и немыслимые блага. И у каждого, друзья, это может быть свое. Что же касательно карты Таро на 2 марта, друзья, 2 мечей. Это говорит о том, что сегодня будет такой эмоциональный день, в который могут быть и конфликты какие-то, где-то непонимание, будут какие-то раздумья, разногласия. Поэтому ваша задача быть сегодня немножечко мудрее и стараться не идти на те ситуации, на те конфликты, где есть негатив, где идет разрушение, где идет боль или непонимание. Помните об этом, что только мы сами можем изменить свою жизнь. Мы можем принимать в этом участие, в этой ситуации, да, в негативной, или отойти на шаг и быть со стороны. В это время же проводить практики и использовать это в своей жизни. Кроме того, вы знаете, даже сегодня Архангел Михаил дает совет достаточно такой уникальный. Он говорит о том, что преодолевайте все ваши препятствия, испытания, негативные моменты, ситуации только с мудростью и с мужеством. Вы понимаете, что вот если взять лунный календарь, если взять карту Таро и совет Архангела Михаила, мы недаром вот выбрали вот 3 эти позиции, потому что каждая из них, она не просто дополняет, она еще и показывает какие-то дополнительные моменты. И вот если вы посмотрите, то сегодня все, тоже все взаимосвязано. Поэтому думайте о том, чтобы быть мудрее, терпеливее, мужественнее. Если возникают какие-то вызовы, препятствия на вашем жизненном пути, обратите внимание на ту мудрость, которая есть рядом с вами. Помните о том, что высшие силы вас никогда не оставляют. Одно дело, когда наступила какая-то ситуация, вы сразу говорите, проговариваете, просите помощи. А другая ситуация, когда вы ничего не делаете. И давайте мы с вами проведем практику, которую нужно сделать именно 2 марта. Сегодня эту практику, девочки и мальчики, вы можете сделать в любое время, когда вам будет удобно. Итак, нам понадобится ваш палец указательный, именно палец
И обращаем ваше внимание почему именно палец. Дело в том, что палец, именно указательный, он связан с определенными энергиями, и это энергия обогащения, это энергия изобилия и энергия приумножения. Поэтому, именно нарисовав эти цифры, возьмите ручку, возьмите фломастер, возьмите чернильную ручку. Главное, чтобы вы могли красиво написать. И на указательном пальце напишите следующие цифры. Друзья, 94, 4, 88. Еще раз, 94, 4, 88. Когда нарисовали, скажите, приумножаю. И вот достаточно этого. Почему? Потому что вот те цифры, которые несут информацию во Вселенную, и вы еще говорите слово приумножаю, вы тем самым активируете эти потоки в свою жизнь. Попробуйте эту практику. Только, пожалуйста, не бойтесь тех изменений, которые начинают происходить. Потому что мы заметили, что люди начинают бояться, не пугаются вот того, что начинает приходить в их жизнь. Поэтому подумайте, хотите, не бойтесь. Это то же самое, знаете, как первый раз увидеть море и пойти плавать. То есть человек вроде и хочет, но хотел достаточно долгое время съездить на море, покупаться в море. Но вот он вроде и на море, и он боится, потому что он не знает. А вы просто идите, делайте. Да, глаза боятся, а руки делают. Помните всегда об этом. И наша мудрость, высшие силы, они всегда нам помогут. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Ну, а на экране вы сейчас видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео именно для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся уже буквально в следующем видео.